Ну, всем здравствуйте, да? Байки холодильщиков. Ну, в который раз я уже рассказываю о том, что байка это поучительная история. Зачастую основана на реальных событиях. Ну, иногда, конечно, очень придуманная. Но все помнят, да? А вдоль дороги мертвые с косами стоят. Брехня. Но сегодня, как и обещали, к нам вернулся Владимир Гринько. Мы не можем не сказать о том, что это член-корреспондент Международной академии холода. О том, что это... да. Хорошо, это уточню в самый раз. Ну вот и вовремя, знаешь, еще и сбить. У тебя здесь столько регалий, мне еще их надо перечислить на это время. Но люди должны знать, с кем имеют дело. Это просто мое любимое. Кто им здесь будет рассказывать баечки-то? Это один из учредителей Холодильной ассоциации Украины. Он. А учредитель и генеральный директор компании с 12-летним стажем. ООО Еврокуб. Я правильно пока все говорю, не перебиваю. Ну и в конце национальный победитель проекта UNIDO Clean Tech Innovation. Вот. Владимир категорически вам третий. Гринько. Очень приятно. Володь, вот все говорят, что на самом деле холодильщик профессия такая замкнутая, все сидите на месте, там чуть не в погребе постоянно. А что, вот если так говорить, за границей были? Ну, пока не было ковида. Не, были, да, бывало. Пока не было ковида, год назад. И вы знаете... Из погреба нас выпускали. Ага. Минимум раз в месяц выпускали из погреба, и мы ездили. Либо в Италию, либо в Китай. О! Давай, подожди. Молдова. Мне особенно Молдова нравится. Когда-то, я вам честно всем скажу, я его уже слушал когда-то, и мне понравилась его история про Италию. Может, про Африку? Не, давай про Италию. Ты помнишь, да, эту историю, когда ты влип? Ну давай, ну расскажи всем. Ребят, веселая история, надо послушать. Так, что там было у нас? Чего там только не было. Ну, все, что было в Италии, остается в Италии. Да, не, мы согласны. Жену мы жене это не покажем. Ну расскажи. Во-первых, если ты имеешь в виду эту историю, то я был с супругой. Тогда женой. Она уже знает. Да. Мы поехали навестить наших партнеров. Мне очень повезло. У меня в Италии много партнеров. И, двое моих любимейших партнеров находятся прямо в Риме. В 40 километрах от Рима. Великолепный регион, морепродукты, вино и холодильное оборудование. Вот. Ну а как, если ты не попал в Рим, не отдохнуть в Риме на выходных, проведя очень сложную неделю с партнерами, проектируя новое оборудование, по вечерам запивая это все вкуснейшим вином. Ну, очень тяжелая работа для холодильщика за рубежом. Тяжеленный закат, жутко, солнце среди Земноморья, и мы работаем. И мы с супругой поехали в Рим провести там выходные. Ну и как обычно оставили машину, отель, все закрыли, вышли на улицу. И Google карта показывает такую разноцветную змейку. Ну, змейка, разноцветная, какая-то радуга. Радуга. Ты еще, я не понимал. Не европейский менталитет. Нам было интересно, а что же там происходит, а мы пошли прямо навстречу радуге. Сбежать успели? Нет. Мне стыдно сказать, но я в свои 39 лет был на мировом гей-параде. Ух ты, ё! Нет, прайд. Это прайд. Ты же правильно говоришь, если это мировой. Ты как на чемпионате мира по футболу был. Их там был 1 миллион. Ну ни хрена себе. Я думаю, у нас дети, поэтому можем, Павел, вставить вставочки. Не надо. Там такие павлины. Так, хотя у нас, конечно, не суровые челябинские парни, но все-таки у нас парни. Я к тому веду, что жизнь любого человека состоит из разных моментов. Я имею в виду, что есть работа, а есть отдых. Если вы работаете холодильщиком, то можно увидеть весь мир. Ну, смотря какая профессия, да. Лучшие инженера у нас в компании обучаются за рубежом. Володь,
Вот бал холодильщиков. Есть где-то? Ой, да. Стоит смотаться? Это событие лучше, чем Ну скажи ребятам, что там многие было. другие. Ну, во-первых, это Штутгарт. Раз в 2 года компания... Штутгарт это Мексика? Штутгарт это Германия. Нет, я так. Ну, там производят Ну, Мерседес. знаем. Это Штутгарт. Вот. И там производит Бог свои компрессора. Мгм. Раз в 2 года. Это компания с мировым именем. Мы завозим эти компрессора, продаем в Украине. И являемся единственным сертифицированным OEM На партнером. плавах реклама 1000 гривен, потом да. Либо вырежете, потому что Не, лучше 1000 гривен. Надо же договорились. куда-то зарабатывать. 1000 гривен. Уходит организатор. Не поверите, он потом 1,5 заберет. Я его знаю. Но Раз в 2 года, поэтому все холодильщики, которые к этому событию причастны, этого ждут. И нас собирает компания, устраивает самые разные мероприятия. Это фуршеты вперемешку с слушай, ну это пьянка. техническими, замешанные на технических семинарах. Хорошо, ребят, кто хочет пьянку замешан на техническом, можете даже в Германию не ездить. У нас есть ICT, у нас есть IC Forum, это наша компания. Ну, это я. забегая наперед, алкоголь и холод они несовместимы. Поэтому, О, да. интересно, что это? Ну вот, возвращаясь обратно к балу холодильщиков, все остается на вечер. Вот то, о чем мы говорили, и чего нельзя делать днем, и никому не рекомендую, особенно на рабочем месте. А в течение дня это были передовые технологии, самые лучшие лекторы. И это фантастическое событие в Германии. А нам еще повезло, как Скажи, в Риме повезло. Там был этот Октоберфест. В Германии 2 Октоберфеста. Один основной, который проходит в Мюнхене, а второй вот. а второй в Штутгарте, он называется по-другому, но там не, Ну, 12, то же самое, там да. не 12 палаток, а 4, и это было круто. Ну, у меня к тебе вопрос. Многие ребята, которые будут смотреть, да, они, ну это небольшие фирмы могут быть, небольшие компании, и многие Да, могут подумать, ну, а какой мне смысл туда ехать, и не настолько большой. Как считаешь, стоит ли стоит. обыкновенному специалисту Стоит. холодильного оборудования Обязательно поехать? обязательно стоит, потому что нужно всегда черпать новый опыт. И когда ты имеешь много этих разных опытов, свой, передовой, зарубежный, ты потом все это вместе соединяешь И? и создаешь что-то новое. Ну, молодец. Ты получаешь Как это, выкрутил-то интересно. Заметили, взял это раз и вот показывает. Нет, так- Покажи руку. Вот покажи руку. Вот покажи правую руку. Да. Вот этой рукой он с царем здоровался. Я серьезно? Стой! Я серьезно говорю? А, С царем здоровался? Старем. Ну Да. хоть не целовался, нет? А что Нет. там за царь? Будем поставить Что там ставку. за история Хорошо? с царем, да? Там такой Да. царь замечательный. Просто там корона. Если взять... Это Африка. Это одна из африканских республик. Мы Ну договаривались... не республика уже, монархия. Есть царь. Ну, я бы не сказал, что это монархия, потому что цари-то остались, а при этом они поменяли свои все... Там президент, там парламент. И монарх. И в каждом селе, городе, районе Ну как? местный царь. Ну вот представь себе 12 килограмм марли, Ух ты. очень аккуратно, красиво завязанных, с замечательными ушками. Я прошу прощения, телефон надо было отключить. Ай. И вот я с ним за вот этой рукой, да, здоровался, и мы договаривались. 2 месяца не мыл? Да ну, тогда ковида не было, зачем быть вообще? Слава богу, что сейчас с гигиеной это получше. Не в обиду, чтобы никто не обижался. Это как, например, знаете, я с Лениным здоровался. Большая просьба Да, вот я- здесь поставить вставочку, чтобы было видно этого. Это потрясающе. Ну, кстати, умнейшие человек, они, ну, несмотря на внешний вид, это национальная одежда, и она довольно красиво выглядит, но мне понравилось. Они же все умные люди, то есть он обучался там в Британии, какой-нибудь Оксфорд, и они очень образованные все. Ну так, Монархия. в обед он образованный, на вечер он туристов жрет. Всяко бывает. Замороженных. В этой Это не зря, что он в этой Владимира стране- Гринько из Еврокула позвал. Я 2 метра холодильщика, они не перевариваются. О, костлявенький. Володь, но если дальше брать, вот по географии мы посмотрели Африку немножко, посмотрели вот Германию даже покрутили, да.
в Италии Италия. с вами. Надо забыть Посмотрим, Италию. не надо, не забывайте. Когда если поедешь, главное попасть на международный Я эти 2 часа хочу забыть из жизни. Ну, картинка, понимаешь, это все в перьях. Но, может, куда поближе Паш, вот эту подойдем, вставочку делать не надо. Может, это Молдова, Белоруссия, Литва. Там что было? Веселого? Обожаю Молдову, обожаю. Я буду говорить об алкоголе чуть позже, потому что работа и алкоголь несовместимые вещи. Но когда директор завода Барза Альба в Молдове наливает тебе 50-летний коньяк, это баечка уже, и рассказывает, как это солнце попало в эту лозу, а потом эта лоза попала в этот чудный напиток, и как он 50 лет, ну почти 50, 49 лет побыл в погребе, и ты вот прошло 10 минут, а тост не заканчивается. А после 4-го бокала как бы уже и не Ты заходит. представь, сколько он стоит. Нет, это одна Не, я бутылка обычно на весь честно, завод. Да. Вот ты знаешь, я тебе другую бачку Я просто быстренько расскажу. закончу. Молдова Да. это здорово. То есть Молдова это здорово, это замечательные люди, это замечательное сельское хозяйство, это замечательный холодильный рынок, это потрясающая страна, с удовольствием туда возвращаюсь. Мужики, Из обязательно, ближнего ну вот тот зарубежья. завод, он там говорил, как называется? Барза Альба. Да, надо На попасть, правах сказать, рекламы, что вы бесплатной. от Владимира Гринько и сказать, чтобы вам тоже налили. Потому что, ну, как бы... Ну а как тебе такая баечка? Человек, который стал директором завода, он 10 лет назад пришел на этот завод и сделал свой первый коньяк и назвал его Эсперанса. По-молдавски это означает там надежда. И этот коньяк, он в определенной партии хранится, он уже начал продаваться как там, 10-летний коньяк. Вот, ну, личную подпись нам с товарищем, с тем самым, который меня практически заставил участвовать в этом конкурсе. После 50-летнего еще наложили вот таких вот пакуночки. Понятно, что мы все оплатили, но вот своими руками... платили, подарки не отдатки. Не, мы платим за продукты, потому что ну, человек потратил деньги, чтобы его произвести, и как бы это не Все корректно. понятно. И ну, цена дешевая, все равно ну, смысл есть покупать. Да ладно. Да, ну и такая подпись красивая. И как бы вот ты возвращаешься вот с этой стороны всегда с кучей эмоций. То есть Молдова замечательно. Я как-то решил попробовать сделать тоже свой коньяк, историю поделюсь по-быстрому. Да, купил дубовую бочку. Налил Кстати, в туда. производстве коньяка используется холод. Налил я туда. Ну, в общем, что-то 5 литров налил, через неделю после там 3. Не понял. В общем, он впитал, наверное, эта бочечка литров 10 у меня. Не, ну, я советую повторно уже не использовать. Да нет, не знаю, куда оно исчезает. Ну, Теперь мы говорили о пользе этого напитка, можем поговорить о вреде с удовольствием. вот о вреде. Давайте-ка расскажем ребятам, почему бухать-то почему для холодильщика. Пьяный холодильщик это не холодильщик. Или пей, или не пей. Вообще несовместимые вещи. То есть у меня, слава богу, на производстве, у нас производство есть, и слава богу, таких вещей у нас не было. Я прошу прощения, я сейчас просто выключу телефон, чтобы быть недоступным для всех. Это все в прямом эфире. Резать не буду нифига. Да, потому Ребята, что, ну, это кто захочет, скажу честно, кто из вас еще захочет тоже поделиться, рассказать историю своей жизни, какие-то байки, обязательно приходите. Я выключил, я Да. извиняюсь. Это бесконечный поток телефонных звонков, и меня радует, что они есть, потому что Это работает. потому что это работа, да, и людям нравится. Но мы вернемся к вреде алкоголя для холодильщиков, по крайней мере. Для всех полезен, а вот для холодильщиков безумно вреден. В рабочее время ни-ни. Вообще никогда. Есть анекдот один про холодильщиков, когда пришел холодильщик к заказчику, сервисник, ремонтировать холодильную машину, которая остановилась, он ничего не мог сделать. Потом выпил бутылку водки, упал прямо на ТРВ, разморозил своим телом, и холодильник заработал. Ну вот только в этом анекдоте польза, а все остальное это вред. Во-первых, это техника безопасности. Ну, холодильщик это человек, который работает с повышенным напряжением на высоте, с пониженными температурами. В общем, надо быть максимально собранным. Во-вторых, это мозг. Он не работает на 100%, даже если ты выпил хотя бы одну рюмку этого прекрасного 50-летнего напитка, о котором я говорил 5 минут назад. И собрал где-то что-то не так, какие-то там 2 провода, и какая-то холодильная
система поломалась, да, у нас там произошло короткое замыкание, слава богу, остались все живы, но оборудование почему-то не работает. Вот. Во-первых, вы гробите здоровье таким образом, во-вторых, сейчас пить это не модно, и слава богу, сейчас вы заметили, люди на улицах перестали курить. Наркотики стали модными. Перестали Ну, спасибо, курить. Володь. Перестали курить, ну, меня это радует. То есть есть там часть людей, которые перешла. Курильщики просто начали прятаться. Не переживай. В общем, есть очень много радостей в жизни, которые можно спокойно заменить этими радостями можно заменить вот эти вот наркотики, ну, в том числе и алкоголь, в том числе и сигареты. И вот работа холодильщика, она прекрасно заменяет эти пагубные вещи. Ну вот мой совет вообще не бухать. Короче, видите, да? Ведьма! Да? Человек, для которого холодильное оборудование – это наркотик. Для кого-то Кстати, сало, а для кого-то Это работа. наркотик. Володь, вот на сегодня больше людей как бы, но последнее, чуть поучительное, скажем так, из того, что вот у тебя происходило, да? Мы в прошлой передаче, когда с тобой разговаривали, ты рассказывал, как к тебе молодой специалист попал на работу. Да, замечательная история. Замечательная история. Давай теперь поговорим, а как у тебя можно выпасть с работы? При том, что работа у вас высокооплачиваемая, все. Люди выпадают иногда. Почему? Что ты ценишь в холодильщиках своих? Что ты ценишь в подчиненных? И что тебе категорически не нравится? Это очень сложный вопрос на самом деле, потому что человек... Но времени немного, поэтому Да. давай коротко. Да, есть базовые вещи, которые закладывают родители. То есть человек должен быть порядочным для того, чтобы можно было с ним работать, чтобы он держал свое слово. Раз, Был порядочность. Ответственный. Два. То есть Два. поставил задачу, он ее выполнил, этот человек. Вот. И уже дальше, после того, как ты там порядочный и ответственный, следующий момент это компетентность. 3. Да. Вот компетентность это базовые навыки, о чем мы говорили, которые закладываются в вузе, умение считать, умение проектировать. И этим вещам можно научиться. Но если у тебя нет двух первых базовых вещей, то на работе у нас вы не задержитесь. В этом году, насколько я знаю, и Днепропетровский, кстати, и вот колледж, раньше у нас был техникум, по-моему, архитектурный, по-другому как-то назывался, но он тоже выпускает и холодильщиков, и другие предприятия, я имею в виду учебные заведения, которые выпускают холодильщиков, да, молодых. Ребята, если будете смотреть, Евроклуб, люди нужны, потому что вот насколько вот и в прошлый раз я его спрашивал, Владимира, он дома скоро жить перестанет, ему скоро дети забудут, как папа выглядит. Так вот, чтобы он меньше мотался, а мотались его специалисты, зарабатывали деньги. Теперь вы слышали, какие качества нужны. Порядочность, компетенция, да? И ответственность. И ответственность. Обязательно. 3 базовые вещи. Всего остального вас научат. Евроклуб вас научит. По крайней мере, Володя мне сказал. Ну, это имеется в виду. Бухать, курить, гулять, по девкам, все. Нет, этому не учишь. Ладно, этому учить не будет. Для жены мы это вырежем отдельно. Володь, спасибо сегодня. Класс. Но мы еще раз встретимся. Всем пока. Всем пока. На сегодня Спасибо. пока. Но до следующего раза. Я в следующий раз постараюсь прийти не работая и не уставший. Ну, я чувствую, что я устал. Но атмосфера просто разрядила, выпил кофе, поговорили. Круто. Я надеюсь, будем продолжать. Счастливо.